Прежде чем делать этот разбор, друзья, по вашим комментариям по поводу того, почему прилеты в Москву, почему негде спрятаться, почему нет бомбоубежищ, я бы просил вас, особенно кто постарше, и это поможет тем, кто помладше будет смотреть, в комментариях не стесняйтесь, подтвердите, либо от себя дополните. Был такой момент, когда в подвалах находили много сахара, этот сахар активно взрывался, складывались дома. Кто-то помнит это, когда дома взлетали на воздух, да, все это списывали на радикалов, экстремистов и так далее, то есть... Дальше потом поймали ФСБшников, которые все это укладывали. Сейчас по сей день продажные блогеры продолжают рассказывать о том, как, конечно же, они здесь ни при чем. И вообще это был сахар, очень хороший, сладкий, просто желтый, а желтый он еще вкусней. Почему это важно вспомнить сейчас, перед моим разбором, почему вам негде прятаться, если летят дроны и нужны бомбоубежища. Дело в том, что довольно любопытный был момент, то, что тогда начали активно закрывать подвалы. Раньше были подвалы, там какие-то ухоженные, неухоженные, и начали их замуровывать, везде замки, этому уделялось внимание, их позакрывали, но не просто закрыли так, чтобы все работало. Если предположить, что власть воровата, и всякие управляющие компании вороваты, и все вокруг них очень сильно вороваты, то они не просто закроют, чтобы спасти вас. Они же это возьмут, то есть им как бы доверили ответственность. А они любят жить по принципу, кто что охраняет, тот то и имеет. То есть закрыли подвалы вроде как спасая людей, когда уже не спасли, а в результате эти закрытые подвалы или то, во что их превратили, опять не спасает, а то и губит людей. То есть смотрите, была внутренняя опасность из подвала, его отдали контролировать местным управляющим компаниям, там, ну и многим другим, там, МВД и так далее, да, то есть кто может это все контролировать, смотреть туда. И вдруг они наполнились то мигрантами, там, ярусными кроватями, то просто какие-то коммерческое использование. То есть они все тут же начали это превращать в деньги. Умирали люди, превращают в деньги, они это все берут себе, превращают в деньги. Теперь люди умирают, почему? Потому что нет просто подвалов. Ну а теперь про подвалы. Прилеты в Москву. Почему ваши подвалы закрыты? Еще раз я объясняю, да, когда-то их закрыли, это было вроде как в ваших интересах. Но теперь их не смогут открыть, потому что никогда ничего не было в ваших интересах, всегда это все так позиционировалось, но делается всегда все совсем в других интересах. Миллиарды на безопасность, тем не менее, идут, но куда-то исчезают. Давайте вспомним ночь на 17 мая 2026 года. Москва и Подмосковье переживают одну из самых массированных атак дронов за все время. Сирены, взрывы, обломки падают на жилые дома. 3 погибших, десятки раненых, люди в панике бегут в подвалы, двери заперты. Ключи у соседей, которых нет дома. Внутри хлам, вода, коммерческие склады или жилье для мигрантов. Они все время живут в бомбоубежищах. Официальные отчеты говорят, система гражданской обороны готова. Реальность показывает обратное. Это не просто халатность, это бизнес на страхе. Реальность против отчетов. Чиновники регулярно рапортуют о полной готовности. МЧС говорит о тысячах защитных сооружений, цифровых картах, системах оповещения, безопасный город. Но, когда пролетает, жители остаются один на один с проблемой. В комментариях к моим видео люди массово пишут: листовки А4 с инструкциями, подвалы закрыты, в панике не найти ключ. И это не единичный случай. По данным проверок, до 95% защитных сооружений гражданской обороны еще несколько лет назад находились в неготовом состоянии. МЧС признает, нужно около 155 миллиардов рублей, еще им нужно, чтобы привести все в порядок до 2030 года. 30-го. До него как-то дожить, наверное, надо. Деньги выделяют, но результат на улицах, естественно, не заметен. Ну и квест, как говорится, нам всем, вам, найди убежище. В большинстве многоэтажек роль укрытия должны выполнять подвалы. На бумаге все отлично. На деле многие годы эти помещения сдавали в аренду под склады, магазины, парковки или отдавали под жилье. Особенно часто там селят трудовых мигрантов. Ну, это просто общее место. В Москве и области регулярно фиксируют: подвалы завалены хламом, затоплены, вентиляция не работает, аварийные выходы заварены. 22-25 год. После первых прилетов проводили народные рейды. Жители сами вскрывали двери и видели коммерческое использование. В некоторых домах ключи от убежища лежали у старшей по подъезду или в управляющей компании. В ночное время их просто не достать. Аналогичная картина в Петербурге, где в 26 году в Калининском районе выявили целые районы с непригодными бомбоубежищами.
Проблема системная. После 90-х многие объекты фактически приватизировали. Не закрыли, чтобы вас спасти, а приватизировали. На этом фоне танцы, как обычно, на костях. Или перевели в коммерческое использование. Экономика страха. А как это еще назвать? На подготовку к угрозам тратят огромные деньги. Тендеры на ремонт укрытий, установку систем оповещения, камеры, безопасный город, модернизацию. Но часто это осваивание бюджета без реального результата. Ну, для отчета. Отчеты рисуют, а деньги живут своей жизнью в карманах чиновников. Фирмы выигрывают контракты, ставят умные так называемые сирены и датчики. Сейчас, кстати, целая паника, там где-то несколько раз сработали, случайно, там как-то, в общем, что-то там сломалось. Люди перепуганы. Делают отчеты с фотографиями, да, и все время ищут причин, там взломал кто-то что-то. Делают отчеты с фотографиями лавочек в паркинге. Через месяц лавочки снимают и везут в следующий подвал для новой фотосессии. Классическая схема распила. Счетная палата и прокуратура периодически выявляют нарушения при расходовании средств на гражданскую оборону. Но масштаб проблемы остается огромным. Плюс для подрядчиков и чиновников стабильный поток бюджетных денег под лозунгом «безопасность», минус для людей отсутствие реальной защиты. Кстати, здесь можно привести в пример еще советские времена, когда, такая была тема для шуток, на самом деле, люди иронизировали, как бы с жизнью напрямую не было связано. Сделали научно-исследовательский институт, додумался какой-то очередной руководитель, для создания комбайна, по-моему, картошку выкапывать. Я все время путаю, то ли картошку, то ли морковку, по-моему, картошку. Вот, и все смеялись. Почему? Потому что там же штатное расписание, там люди. В советское время надо знать некоторые нюансы. Если ты работаешь на каком-то предприятии, по-моему, больше 30 лет, ты надбавку к пенсии получаешь. Это многих, кстати говоря, держало. И, кстати, многих это ввело в дальнейшем в ситуацию, когда они по полгода ходили на работу, потому что не могли люди уйти, они всю жизнь на этом построили, всю жизнь проработали на одном предприятии, а над ними насмехались. Сегодня они называют себя коммерсантами, а раньше это были анекдоты от бандитов 90-х о том, что может с них еще за вход деньги брать, то есть типа люди дураки. На самом деле просто использовали систему старую для того, чтобы те самые привычки людей, то, что им было обещано государством, использовать, чтобы дальше их обманывать. Тем не менее, стабильный поток бюджетных денег под лозунгом безопасности, естественно, минус для людей, отсутствие реальной защиты. Деньги используются, и так далее. Бункеры для своих. Контраст особенно заметен, когда речь заходит об элитных объектах, ведомственные убежища под правительственными зданиями. Здесь особый, конечно, колорит, скажем так, для примера и для сравнения. В Кремле, Думе, специальных комплексах содержатся в другом совершенно состоянии. Там есть все необходимое: вентиляция, запасы, охрана. Для обычных жителей приспособленные подвалы, не приспособленные, официально типа приспособленные. Подписчики правильно, кстати говоря, замечают, безопасность приватизировали, по сути. То есть торгуют безопасностью, но торгуют как-то не очень успешно, и товар явно с гнильцой. Те, кто принимают решения, имеют доступ к защищенным объектам, остальные нет. Это не территория заговора, а прямая логика системы, где ответственность размыта между МЧС, управляющими компаниями, собственниками и регионами. К чему это ведет? Приватизация безопасности, как и было сказано, создает опасный разрыв. Государство тратит триллионы на боевые действия, но не может обеспечить базовую защиту населения в тылу. Люди чувствуют брошенность, доверие падает, страх становится товаром. Прям как в фильме «Защитник» со Стэтхэмом, да? Меня поражает, как люди готовы на все, когда им страшно, да, и Стэтхэм отмечает, его герой, о том, что меня всегда поражало, как много ублюдков всегда готовы этим воспользоваться. Тем не менее, новые тендеры, новые отчеты, новые цифровые решения. Что должно измениться? Навскидку должно измениться реальный независимый аудит всех объектов с публикацией результатов, выпинывать все, что туда понатыкали эти коммерсанты, с позволения сказать, на безопасности. Жесткая ответственность управляющих компаний и чиновников, даже если они из ближнего зарубежья, должны также наравне и с местным населением нести ответственность перед законом, естественно, за нецелевое использование подвалов, укрытий, штрафов, уголовные дела. Как было с Агаларовыми, после нападения на Крокуса они не понесли никакой ответственности, даже в расследовании не были подозреваемыми. То есть вот так не должно быть. Приоритет физическому ремонту, а не красивым презентациям, публичные карты действующих укрытий с актуальным состоянием, естественно, не только на госуслугах в теории.
Да, пока вместо этого бизнес на страхе, дроны пролетают, сирены воют, а люди продолжают бежать в запертые подвалы. Проблема не только в угрозе извне, главная проблема внутри системы, да в общем-то и проблема извне зачастую бывает результатом проблемы внутри. Тем не менее, которая научилась зарабатывать на вашей защищенности, ну или незащищенности. А значит, здесь же прямая логика любого бизнеса, первое правило. Создать вам эту самую незащищенность, да, этому учат на самом деле такие коучи, продавцов, консультантов, что, ну не консультантов, а вообще в принципе одно из правил бизнеса, такое достаточно жесткое, это то, что если людям не нужно, если людям нужно тогда, когда у них есть проблема. Если им не нужно, значит у них нет проблемы, значит надо создать проблему. Ну это, как бы это ни цинично звучало, мы это с вами наблюдаем, но причем масштаб такой, где ценой уже жизни, плевать, зарабатывают. Это не про панику, естественно, данное видео, прошу это отметить, но про требования реальной, а не показной безопасности для всех, а не только для избранных. Ну, вот то, что осталось бы, наверное, еще добавить. Добавляйте со своей стороны, не стесняйтесь, пишите, как это видите вы, может быть, вы что-то знаете, намекайте, напоминайте. Опять же, от ваших комментариев зачастую, мне спасибо, храни бог, и интернет, и искусственный интеллект, я собираю, он сейчас очень хорошо мониторит комментарии, и поэтому дает мне подбивку таких тем, которые для вас важны, актуальны. Я буду по ним ходить, пока они для вас актуальны. Так что давайте совместную деятельность будем проводить и дальше. Самое главное, берегите себя. Хотите сберечь генофонд, сберегите себя. Это синоним. Ну и процветание, конечно же, вам, близким вашим, мудрости, здоровья, и увидимся.